Друзья, всем привет! В этом видео я хочу рассказать побольше о себе, чтобы мои подписчики поближе познакомились со мной, чтобы узнали меня получше и вообще поняли, о чем мой блог, потому что я снимаю уже свой блог 1,5 года, и мне кажется, я снимаю только то, что вокруг меня, но не рассказываю ничего практически о себе. По традиции иду в магазин в обед, выкинула мусор. У нас такая классная погода. Сегодня наконец-то зима. Наконец-то минус 14 и солнышко, которого я так долго ждала. Потому что было пасмурно, сыро, депрессивно, все так, как будто поздняя осень. Наконец-то погода нас порадовала зимой. Это видео будет своего рода знакомством со мной. Ну и постоянным моим подписчикам тоже, думаю, будет интересно его посмотреть. Потому что, возможно, вы что-то новенькое обо мне узнаете. Вот, о чем я хочу рассказать. Я хочу рассказать о себе, кто я, какие у меня увлечения, хобби, образование, как я вообще в деревню попала. В деревню я переехала в 23-м году, в августе 23-го года. Я перевезла вещи сюда. В июле у меня была сделка по покупке деревенского дома. Полгода я до этого его искала, нашла. В общем-то, к мечте жить в деревне я шла достаточно долго, различными витиеватыми путями, но в итоге пришла. Живу я в деревне уже 1,5 года, получается, да. Вот сейчас февраль 25-го года. Скоро у нас весна, я буду встречать вторую весну, проживая здесь, можно сказать. Значит, по образованию я психолог. Также я училась на преподавателя йоги. По роду деятельности я контент-менеджер, работаю удаленно. Ну и веду свой блог параллельно, еще успеваю. Помимо бытовых каких-то забот здешних, да, у меня есть еще много разных хобби, интересов различных. Так вот, я люблю еще кататься на велосипеде на дальние расстояния. У меня на видеоканале вы можете найти плейлист с моими велопрогулками по деревенским окрестностям. Можете посмотреть, там красивые летние видео, атмосферные. Невероятная красота там. Также я периодически пытаюсь рисовать. Меня очень увлекает рисование. Я пробовала рисовать акрилом на холсте. У меня даже есть штук 5 картин. Вот хочу показать одни из картин, которые я рисую, точнее рисовала акрилом. Значит, здесь картина нарисована акрилом, и она прорисована вот эти вот детали водостойким линером, таким тонким фломастером, который позволяет делать контур. Видите, какой. И покрыт сверху, кстати, картина лаком матовым. Вот такие вот девушки. Почему-то меня тянет рисовать девушек, которые находятся в медитации. Не знаю, вот вдохновляют меня такие образы. Что-то такое вот в такой цветовой гамме. Очень нравится рисовать. Вот тут у меня Мася с белкой. Девочки, мои сладкие булочки, пирожочки мои. Вот как мы подтягиваемся. Рисование для меня это как некая медитация. Как ты расслабляешься в процессе рисования, голова отключается, становится легко, успокаиваешься. В общем, мне очень нравятся такие вещи рисовать. Я, кстати, создала отдельный телеграм-канал, где делюсь вот этими своими работами. Можете зайти, посмотреть. Можете спросить у меня ссылку. Нарисовано у меня всего лишь 5 работ. Это вот только 3 я вам здесь показываю, да. Именно акриловыми красками. Но я еще увлеклась рисованием на планшете. Вообще, это моя давняя мечта — научиться рисовать стилусом на планшете. И к тому же это очень удобно. Цифровой рисунок, он не требует каких-то затрат на дополнительные материалы в виде красок, кистей, холстов. И потом сейчас очень актуально в цифре рисовать, потому что
Это может монетизироваться со временем. Здесь я опять же, вот смотрите, снова рисую девушку в медитации. Не знаю почему, мне очень нравятся такие образы. Еще я, скорее всего, добавлю здесь кошек своих любимых, попробую их порисовать. Все свои работы я буду выкладывать в отдельный телеграм-канал. Ссылкой я поделюсь под этим видео, либо у меня спрашивайте в личных сообщениях. В общем, я иду за деревней сейчас, кстати. Вот это старая разрушенная ферма из красного кирпича. И иду полями, скажем так, до дома. Мне очень нравится здесь гулять. Летом здесь особенно атмосферно. Ну и зимой тоже не менее красиво. Вот сейчас вам вид покажу. Вот отсюда открылся. Вот такой вот на поле. Очень красиво. Так вот, я не договорила, да? В общем, пробую я себя в цифровом рисунке. Немножко расскажу о своей профессии психолога. Вы знаете, психологи работают в разных подходах, разными инструментами, что нравится лично мне. В какой области я психолог, скажем так, да? Есть семейные там психологи, есть различные психологи. Меня же лично интересует тема стресса и тема влияния нашей психики на наше физическое тело. Психосоматика, может быть, это кто-то называет и так далее. И также влияние нашего физического тела на нашу психику меня тоже интересует. Взаимообратная такая связь. Вот. И также антистрессовые различные практики. Потому что все болезни от нервов, я считаю, да, и пословица это не случайно, скажем так. Если человек научится работать со стрессом, то фактически он не будет болеть, да? Ой, посмотрите, какое поле там открывается. Вот. Летом, конечно, здесь более фантастично все смотрится. Так вот. Значит, вот меня интересуют эти темы в психологии. И, значит, я пошла учиться на преподавателя йоги. Почему? Потому что там как раз-таки изучается на практике вот эта тема. Тема работы со стрессом, тема работы со своим собственным телом, тема управления с помощью своей психики состояниями своего тела. Подробно о йоге я, кстати, расскажу как-нибудь в своем отдельном видео. Расскажу, что такое йога, потому что много у людей различных предубеждений по поводу йоги, каких-то убеждений, верований, мифов, легенд, что такое йога, да, каждый ее понимает по-своему. На самом деле, кто-то думает, что это религия, кто-то думает, что это физические упражнения, но на самом деле это не то и не другое. И ни к одной религии йогу нельзя отнести, поскольку прослеживаются различные эти практики и упражнения у различных народов мира во все времена истории нашей, так сказать, да. Слушайте, ой, здесь так красиво. Как-нибудь подробнее я запишу отдельное видео, где расскажу о йоге, что это такое, как я использую в своей практике, в своей жизни. И вы знаете, в деревне йога очень полезная на самом деле. В общем, здесь я в деревне для себя открыла, знаете, какую вещь? Пока живу уже 1,5 года, здесь очень много дел, постоянно что-то нужно делать. Иногда даже настолько погружаешься в дело, что забываешь про себя, про то, что ты устала. Потому что в деревне спокойно здесь не поживешь. Хочется сделать все и сразу, как говорится, да, и побольше. Но, к сожалению, я одна, у меня только 2 руки. Где-то я могу нанять мастеров, что-то подремонтировать, что-то где-то. Ну и что-то делаю сама по мере своих сил и возможностей. Но иногда я забываю про
возможности своего организма, скажем так, и впахиваю больше, чем это следовало делать бы. Вот, и это сказывается, конечно, на здоровье. Так вот, йога, она мне помогает расслабиться. Расслабиться, привести свое тело в норму. Так вот, йога помогает мне вернуть ресурс своему организму, своему телу, вот, и восстановиться, поскольку там такие, знаете, расслабляющие техники, которые помогают вернуть свое внимание в свое тело. Вот мы живем эту жизнь, да, у нас внимание постоянно включено в какие-то внешние объекты, внешние события. Мы в большинстве своем живем в своей голове. И вот мы живем в этих проблемах, варимся в них, что-то делаем. Вот. Но забываем очень часто о теле. А тело, оно дает сигналы. Если у вас где-то что-то заболело, закололо, тело кричит: да обрати внимание на меня, дай мне отдохнуть, да, дай мне восстановить ресурс. Но нет, у нас в голове есть программа. Вот сегодня, в этот день, нужно выполоть все, кровь из носу. И пока я не выпалю, да, пластом здесь лягу, но никуда не уйду. И все, и тело потом сдает сбои. Постепенно это все перерастает в хронические заболевания, к сожалению. Так вот, йога, она помогает расслабиться. Расслабиться, обратить внимание на свое тело. Обратить внимание на себя, на свое тело. Восстановить вот этот вот ресурс, который нами утерян, да. И также она очень хорошо помогает избавиться от стресса и от его последствий. У меня, кстати, есть закрытый телеграм-канал, где я делюсь записями видеоуроков. Кому интересно, можете написать мне в личные сообщения. Я расскажу вам, как в него попасть. О чем мой блог еще хочу рассказать, да? Многие люди, попадая на мой видеоканал, ну, в мои соцсети, видят там красивые фотографии с пейзажами деревни, смотрят мои видео и ожидают от меня определенных событий каких-то. Но вы знаете, я сюда приехала не за тем, чтобы здесь разводить какое-то хозяйство, там уток, гусей и кур. Хотя я развела 6 кошек, на минуточку. И мне этого, мне кажется, уже достаточно. В общем, я человек такой достаточно творческий. И поскольку у меня удаленная работа, 5 дней в неделю по 8 часов, времени на хозяйство у меня нету, от слова совсем. Дай бог хватает, чтобы домом, участком как-то заниматься. Я огород периодически сажаю. В общем-то, я и веду свой блог как творческий человек. И, в общем, мой блог об атмосфере. В общем, друзья, мой блог не зря называется «Счастливы в деревне». Не просто так, да? Потому что мой блог о счастье, о состоянии счастья, о способности радоваться каким-то мелочам в жизни, способности видеть хорошее, красивое вокруг себя. В общем, проживать эту жизнь максимально ярко, красочно и желательно не стрессуя от этого. Вот. Мой блог о счастье, о том, как быть счастливым, извлекая это счастье из простых вещей, можно сказать, да. В общем, мой блог о счастье, о красоте, об атмосфере. Я очень много показываю здесь природы, животных. Люблю очень делать фотографии. Здесь я, конечно, какие-то элементы быта свои показываю. Вот эти элементы быта — это не основная часть моего блога, да, где-то я делюсь там, что я сажаю в огороде, что я делаю по дому. Но это мой блог не про стройку, не про ремонт, не про сельское хозяйство, не про фермерство. А поскольку я человек творческий психолог, да, здесь про атмосферу, про как быть счастливым. В общем, я думаю, вы поняли. Ну вот, например, друзья, смотрите, какие красивые здесь сугробы.
как ветер их намел. Ну, я их немножко попортила здесь. И вот какие виды открываются. Но летом здесь, конечно, намного красивее. Посмотрите мои летние видео. Очень атмосферные они. Я надеюсь, вы меня поняли, как творческого человека, как человека, интересующегося психологией. Мой блог об этом. Вот, а не о том, что вы ожидаете в нем увидеть, скажем так. Ну, по крайней мере, новенькие, которые сюда пришли, увидели это видео, теперь будут знать. Ну, а те люди, которые меня давно смотрят, возможно, вы тоже что-то интересного обо мне узнали. Кстати, что вы хотите еще узнать, напишите в комментариях, и я запишу еще одно видео. Вот меня, кстати, встречает мой кот Вася. Васюша меня встречает. Васька. Пойдем домой, пойдем, мой кис. Так, друзья, еще хочу вам показать, сделать небольшой экскурс по своему видеоканалу, да, чтобы вы понимали, как здесь ориентироваться. Вот, значит, мой видеоканал называется «Счастливо в деревне». И здесь у меня есть, вот если вот так пролистаете, увидите различные видео. И здесь, значит, есть такая вкладочка, называется она «Плейлисты». Вот сюда заходите. И здесь у меня есть 3 плейлиста. Плейлист с велопрогулками, где я показываю окрестности своей деревни. Также здесь я делюсь рецептами блюд из русской печи. И вот здесь у меня есть плейлист с ответами на вопросы различные. Хочу я вас еще, друзья мои, предупредить. К сожалению, участились случаи мошенничества, когда создают аккаунт с моей аватаркой и под моим ником и ходят по различным блогам с этим ником и пишут всем блогерам гадости и так далее. Вот сейчас я вам хочу показать, чем отличается оригинал, мой блог, да, от блога мошенников. Вот смотрите, ник мой «Счастливо в деревне» в английской транскрипции написан. Вот. Ну вот, если вы посмотрите ссылка и мой ник выглядят вот английскими буквами вот так. И блог мой вот именно так прописан, с большой буквы «Счастливо», маленькая буква «В» и с большой буквы «Деревня». Участились сейчас случаи, когда мошенники создают аккаунт. Я сейчас вам покажу вот один из примеров. Вот мошеннический аккаунт. Посмотрите, какая ссылка. Здесь какие-то кракозябры вместо ника, да. Здесь тоже «Счастливо в деревне» написано. Но смотрите, одна буква «В», она большая, да. Мою аватарку здесь криво как-то косо поставили. Залили какое-то мое видео, нарезку сделали из моих видео здесь. И вот с этого аккаунта ходят и мошенники, да, и пишут всем гадости, всем блогерам в комментариях, вводят людей в заблуждение. В общем, друзья мои, вот это мошеннический аккаунт. Будьте очень внимательны, пожалуйста, когда вы смотрите, кто вам пишет в комментариях, кто это вообще, что это, я ли это на самом деле, мой ли этот блог, потому что очень много вот таких вот людей недобросовестных, скажем так. Также у меня есть телеграм-канал «Счастливо в деревне». Тоже он называется. Он, видите, вот с такими вот солнышками по бокам. Тоже с моей аватаркой. И, значит, вот здесь я пишу о себе. Здесь можно мне в личные сообщения написать. И тоже обратите внимание, мой ник тоже так же, как и на ютубе, вот английскими буквами прописан «Счастливо в деревне», да, в телеграме. Также у меня есть сообщество ВКонтакте. Вот оно вот так вот выглядит. Смотрите, тоже обратите внимание на ник. «Счастливо» с большой буквы, маленькая буква «В» и с большой буквы «Деревня». Да. Вот здесь тоже у меня тоже есть плейлисты с ответами на вопросы, велопрогулки, русская печь моя, рассказываю о русской печи своей я. Ну и вот здесь стена, я делюсь красивыми фотографиями различными, общаюсь с вами здесь в комментариях. Вот, проходите, подписывайтесь на меня тоже ВКонтакте, но будьте внимательны, пожалуйста, разберитесь сначала, мой ли это блог или не мой, да, потому что очень много мошенников создают какие-то фейковые аккаунты и вводят людей в заблуждение. Также у меня есть блог на Дзене, на Яндекс.Дзене, и тоже обратите внимание на ссылку.
ник у меня на Дзене такой же, как и на Ютубе, и в Телеграме, и ВКонтакте. «Счастлива в деревне» английскими буквами. И тоже вот здесь вот «Счастлива в деревне», «Счастлива» с большой буквы, маленькой буквы «В», и «Деревня» с большой буквы, да. То есть здесь у меня страница полностью оформлена. Тоже я здесь делюсь видео, фотографиями и так далее. И чтобы понять, вообще мой это блог или нет, потому что видео воруют мои тоже бывает, да, вот как вот случай, как я вам предыдущий случай показывала. Можете зайти вот в раздел видео на ютубе, да, например, и найти вкладку «Старые видео». Если посмотреть, мои старые видео загружены аж год назад, понимаете? Год назад я этот видеоролик загружала. Мошенники, которые сейчас только начали что-то там скачивать мои видео, куда-то выгружать в другие соцсети, они их выгружают только вот сейчас. Только вот сейчас это началось. А свой блог я уже веду год и полтора даже, можно сказать, больше, да, потому что вот на Яндекс.Дзене, например, я начала его вести аж летом 23-го года еще. В общем, смотрите на даты, смотрите, перепроверяйте всю информацию в интернете, потому что сейчас очень много мошенников развелось. Всяческие мошеннические махинации устраивают с моим блогом. Люди пытаются взламывать меня. И, короче, чего только не было. Я уже рассказывала вам и в своем телеграм-канале, да. Кстати, вот в своем телеграм-канале я как раз-таки делюсь информацией о том, что делают хейтеры с блогерами, да, какие они устраивают мошеннические схемы. Можете зайти на мой телеграм-канал, посмотреть, почитать, как они обманывают людей, да, и вводят их в заблуждение. Но обязательно смотрите на ник. Значит, мой ник в Телеграме тоже смотрите внимательно. «Счастлива в деревне». И если вам в личку, друзья мои, пишет кто-то с моей аватаркой и от моего имени пишет какие-то гадости или какие-то, я не знаю, ну там по-разному люди извращаются, да, перепроверяйте, пожалуйста, информацию. Вот достоверная информация только с этого ника, английскими буквами здесь написано. И вот так вот выглядит мой блог в Телеграме, да. Все ссылки на свои соцсети я оставляю под своими видео. Обязательно смотрите внимательно, все изучайте, проверяйте, я ли это на самом деле или не я. В общем, вот, друзья, перепроверяйте всю информацию обязательно в интернете. Безопасность в первую очередь должна быть, да. Ссылки на все свои официальные соцсети, YouTube, Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Телеграм я всегда оставляю под своими видео. И если вы в какой-то соцсети заподозрили что-то неладное, что-то подозрительное, обязательно изучите, пройдите по ссылкам, посмотрите, мой это аккаунт или не мой. Или даже бывает такое, что меня, вот, например, в Телеграме однажды взламывали с моего Телеграм-канала, рассылки какие-то делали. Вот. Пройдите в другую соцсеть и посмотрите, напишите комментарии, спросите: Наташа, это ты пишешь вообще или не ты, да? Поинтересуйтесь вообще. Обязательно будьте внимательными, друзья мои, в интернете могут написать все, что угодно, и обязательно нужно перепроверять всю информацию.